Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой торт в виде зимнего дома. Такой торт подойдет как на Рождество, так же на Новый год, на любой зимний праздник, на день рождения, может быть, кому-то нравится. Я даже знаю, что на свадьбу делают такие торты. По сути, этот торт делается очень и очень просто. Выпекаю я его одним бисквитом и потом нарезаю. Сейчас все буду показывать. Сборку этого торта в данном видео покажу. Украшала я его белково-заварным кремом. Вес общий торта вместе с украшением составил 3 килограмма 400 грамм. Белкового крема ушло у меня здесь из расчета порции на 250 грамм белка. Также покажу, как правильно его собрать и украсить. Итак, собираю я его из бисквита, который я выпекала в предыдущем видео. Ссылку я оставлю в описании к данному видео. Здесь у меня бисквит на 26 сантиметров в диаметре. И крем этот также я делала в предыдущем видео. Это со вкусом глазированного творожного сырка. Бисквитов я здесь использую 4 коржа. Я дважды выпекала этот бисквит по 3 коржа. И еще 2 коржа это у меня уже будет в следующем видео. Я буду другой торт с ними собирать. Итак, здесь у меня 4 коржа и крем из предыдущего видео. Сейчас наша задача вырезать вот такой, скажем так, треугольник, да? Тем самым мы сделаем второй этаж у торта. Вот такую подложку я буду использовать. Это одноразовая подложка для тортов. Она такая картоночка тоненькая. Но вы же можете свою, какая у вас есть, подложку использовать. Вот такой кусочек мы вырезали. Сейчас у него я отрежу такой порционный, скажем так, треугольничек, да, как бы мы для гостей нарезали. Это у нас будет 3-й этаж. Я потом покажу, как я буду с ним собирать торт. В принципе, ничего здесь сложного нет. Главное понять принцип, как его собрать. Вот такой разрез получается. Это бисквит на молоке, который всегда получается, который выпекается очень-очень ровно. И 26 сантиметров в диаметре. Торт у меня большой. Без украшения 2 килограмма 600 грамм у этого торта. Обязательно срезаем передний кусочек вот такой. И это у нас будет то окно, в котором виднеется елочка на 2-м этаже. Именно вот это место. Обязательно покрываю шоколадным ганашем. Ганаш у меня здесь 300 грамм шоколада 40% какао и 150 грамм растопленного сливочного масла. Все это я растопила в микроволновке и использую как ганаш. Вот наш последний кусочек, который мы отрезали маленький, из него я делаю вот так 3-й этаж, скажем так, у этого торта. Очень удобно из такого треугольничка сделать его. Быстро очень он получается. Никакой каши здесь, ничего. То есть он очень красиво и ровно, даже с просветами слоев. И все это мы обязательно покрываем ганашем. Вот такая заготовочка отправляется у меня в холодильник, ну, часа на 1,5 хотя бы, да, чтобы ганаш очень хорошо застыл. Так, все мои заготовки очень хорошо остыли. Теперь я вставляю туда деревянные шпажки. Вы же можете взять коктейльные трубочки, что есть у вас под рукой. И делаю просто основание, скажем так, для 2-го этажа нашего, да, у нашего домика. И просто вот такими вот плоскогубцами, которые я использую, кусачки только для тортов, я отрезаю уже так, чтобы эта палочка вровень стояла с тортом, чтобы не мог наш 2-й этаж ее продавить. Я ганашем покрываю эту поверхность. Здесь я сделала отверстие в подложке в этой картонной. Видите, насколько застыл ганаш. Я могу спокойно брать этот 2-й этаж в руки вместе с 3-м, скажем так, и ставлю уже на эту палочку центральную, которую у меня по сути пронизывает 1-й, 2-й и 3-й этаж этого торта. И вот такой торт получается у нас. То есть собирать мы его уже собрали, теперь нужно украшать его целиком уже. Не по отдельности, а именно целиком. Ганаш схватывается мгновенно, поэтому все это уже монолитно застыло. Теперь я сделаю заготовки для окон. Для этого я вырезала различные трафареты из бумаги. Я их просто вырезала от руки. И я просто себе наметила палочкой этой деревянной,
как я буду, такие борозды сделала просто, как я буду уже кремом работать здесь. Здесь у меня просто кондитерский мешок с желтым кремом, теплый желтый тон берем, именно такого подсолнечного цвета. И делаем вот такие, где-то миллиметра 3 я у кондитерского мешка здесь срезала. И делаю основание для окон. Именно по той заготовке, которую я уже сделала, я на нее ориентируюсь и заполняю вот это пространство кремом. Сейчас я беру просто мастихин и разравниваю этот крем. Я не использую здесь воду. Вы же, если очень плохо будет разравниваться, можете слегка разровнять это водой, но я этого не делаю. У меня крем и так достаточно пластичный, просто потому что мне потом нужно будет еще белые перекладины окон наносить. Здесь у меня кисточка тоненькая, я ее специально взяла, чтобы елочка у меня смотрелась попушистей. Я слегка развела гелевый зеленый краситель с водой и просто рисую елочку, насколько я это могу сделать. И рисуется она очень быстро, вот такими движениями и с одной стороны, и с другой также. Просто рисуем ветки у елки. Теперь я промыла кисточку, развела также слегка красный краситель с водой и рисую такие елочные шары. Просто, чтобы эта елочка как бы в окне у нас виднелась. Вы можете этого не делать, вообще без елочки можете сделать, но мне вот так больше нравится. Теперь насадка у меня номер 5, это круг где-то 2-3 миллиметра. И ей я буду делать этой насадкой просто перекладины у окон. Ну, скажем так, рамы у окон, да, оформлять буду. Просто вот такими вот полосами. Здесь ничего сложного нет. Главное делать, ну, как можно ровнее. Там, может быть, у меня где-то не совсем ровно получается, но смотрите, как можно ровнее это делайте. Вот. Следующая наша задача – это мы будем делать сами бревна. Здесь очень важно сохранять последовательность. Здесь у меня 8 миллиметров открытая звездочка. К сожалению, без номера, но такая насадка продается везде. Даже в обычном, вот у нас продается в супермаркете, где отдел для выпечки. То есть с такими насадками работает даже обычная домохозяйка. В принципе, здесь торт, который украшен вот 3 насадками. Открытая звездочка 8 миллиметров, 6 миллиметров и насадка круг. Все, больше здесь ничего не используем. Бревна делаем. Почему я взяла именно насадку не круг здесь, а именно насадку открытая звездочка? Потому что в круге, во-первых, это тяжелее им делать, полосы как бы будут менее ровными, а во-вторых, могут быть пузыри. Здесь как бы борозды сами, они уже пузыри эти нейтрализуют. Обязательно шпателем или мастихином вот так вот разравниваем, где у нас были краешки. И теперь этой же насадкой 8 мм открытой звездочкой я делаю вот такие вот столбики. Везде, где считаю нужным. Видите, я как бы немножко так вот присбариваю этот рисунок, и получается такой очень красивый, как бы ажурный немножко. 6 миллиметров открытая звездочка у меня здесь, насадка, тоже без номера, к сожалению. И ей я уже просто оформляю окна. Здесь делаем очень аккуратно, и уже вот на данном этапе мы можем немножко подровнять эти окна. Где-то они у нас, может быть, шире, где-то уже. Вот на этом этапе очень аккуратно их подравниваем. Вот такая заготовочка уже получается. Теперь следующим нашим этапом это будет нанести снег на все эти поверхности. То есть все, что у нас по сути получается как бы 3 крыши здесь, да, на первом этаже, на втором и на третьем. И этой же насадкой, что я делала оформление у окон, я теперь также делаю крыши. Просто вот так вот насадка 6 миллиметров, звездочка 8 миллиметров. Я здесь не стала брать, потому что очень много крема уйдет. Вы же можете просто шпателем это разровнять, если вы не хотите тратить время вот на то, чтобы отсаживать насадкой. И здесь сзади тоже, здесь где-то не так ровно я делала, но именно для того, чтобы просто закрыть эту поверхность.
насадкой номер 5. Это круг у меня обычный, который я делала уже этой насадкой рамы у окон в данном торте. Я делаю сосульки. То есть мы немножко надуваем и уводим вниз и отпускаем. Видите, делаются они очень просто, потому что сосульки бывают очень разные в природе. И поэтому, ну, как-то стараемся хотя бы какой-то, конечно, у них рисунок соблюдать, у этих сосулек. Но получается они превосходно. Вот, и немножко отпускаем и уводим вниз. Теперь из этой же насадки номер 5 круг я делаю как бы снег, вот, который лежит перед домом. Вот так вот в хаотичном порядке я просто выдавливаю, можно сказать, крем из мешка. И сейчас я все это разровняю просто большим шпателем. Просто в хаотичном порядке наносим такую структуру, чтобы как будто следы какие-то на снегу, что-то такое вот произвольное. И все это я посыпаю кокосовой стружкой. Здесь слишком светлая поверхность, я не стала здесь посыпать не тающей пудрой. Кокосовая стружка смотрится очень хорошо здесь, она придает объем. Теперь я сделаю елочку перед домом. Здесь у меня рожок для мороженого. Я слегка кипяченой водой, буквально несколько секунд его намочила в кипяченой воде. И он у меня такой кулечком выглядит. Здесь насадка у меня 6 миллиметров открытая звездочка, которой я сейчас долго работала по крышам, по этим белковым кремам белым. И в шахматном порядке отсаживаем ветки у елки. До тех пор, пока еще можем в руках держать наш рожок, отсаживаем в руке, а уже когда невозможно держать дальше, то уже отсаживаем на поверхности. Все это делается элементарно и очень быстро. Рожок я не договорила, я его слегка намочила, и он обламывается тогда лучше гораздо, это вафли. Также посыпаю кокосовой стружкой и немножко здесь сахарных бусин добавляю на эту елочку. И в принципе вся моя композиция готова. Торт делается очень просто, буквально 3 насадками. Бояться такого торта не нужно. Его также можно и транспортировать. В принципе, если на транспортировку, возьмите тогда несколько палочек для того, чтобы как бы прошить весь этот торт сверху донизу. И никаких проблем не будет. И получше ганашем тогда его промажьте между вот этими этажами. И все будет превосходно. И в принципе, вы можете его и помельче сделать. Я просто здесь сделала более большой, чтобы вам показать. Но вы можете и помельче его сделать. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.